Привет, меня зовут Дима, я нахожусь на Филиппинах, нахожусь я здесь уже 8 месяцев, с октября прошлого года. Занимаюсь я видеостоками. Видеостоки — это такие сайты, где любой желающий может продавать свои видео. Вот на эти, собственно, деньги я здесь и нахожусь. Вот. И я благодарен за такую возможность вообще находиться не дома, не быть привязанным к месту и жить где хочется, где позволяет твой кошелек. На Филиппины я поехал изначально, планировал не так долго, месяц, может, на 2. Очень мечтал попробовать филиппинский дайвинг и, возможно, вернуться домой. Но мне здесь так понравилось, что я здесь уже задержался. И планирую еще задержаться, еще попутешествовать по Азии, съездить в Малайзию, Индонезию. Еще я мечтаю съездить в Австралию и Новую Зеландию. Также попробовать там дайвинг. В этом видео я просто хочу показать, как прошли мои эти месяцы здесь на Филиппинах. Практически сам влог я не снимал, но я снимал много футажей как раз для стоков. И хочу собрать некий рассказ из этих футажей и поделиться с вами. На самом деле я еще начал снимать влог еще дома, в Москве, когда начал собирать вещи. Но хватило минут на 5, и я только заснял, как я собираю вещи. Вот, так что смотрим с этого момента эти кадры. Собираюсь я в последний момент, как тут можно заметить. До выхода из дома остается несколько часов. В Филиппины я решил поехать, чтобы в основном заняться подводной съемкой, поснимать для стоков видеофутажи. Мне это место очень давно уже симпатизирует, и давно мечтаю туда попасть, поплавать с китовыми акулами, позаниматься дайвингом и заниматься подводной съемкой, поснимать с коптера. Поездку планирую на длительный срок, от 2-3 месяцев как минимум. Островов очень много городов. Склоняюсь я к городу Думагете, либо Пуэрто-Принцесса, Панглау. Так я вот собираюсь, все разложил. Здесь у меня очки для плавания, маска. И вот мой подводный бокс. Будет занимать отдельное багажное место. Сейчас я его не могу открыть, покажу его позже, потому что я его очень сильно закрыл, чтобы он не открылся. Беру вот такой рюкзак свой туристический. Там у меня спальник. Также я беру палатку. И хотелось бы походить по горам или остаться, например, на пару дней на пляже. А дальше уже, судя по моим кадрам, это пару кадров из Гонконга. Я уже находился в Гонконге. Осталось подождать здесь 5 часов. Тут такая хмурая погодка в Китае. Вот и добрался наконец-то до Манил. Вот. Это что-то было. Немного потерялся, но меня встретили. В итоге доехали с каким-то непонятным таксистом за 2500 песо. Я думаю, по местным меркам это очень дорого. Это где-то $50. Вот. В общем, наверное, немного нас обманули. Объехали в отеле, здесь было просто очень ужасно. Я видел впервые в жизни вот такого таракана. Здесь очень грязно. Первая комната. Здесь все завалено в моих шмотках. Вот спальный мешок, на котором я спал. Даже надул подушку свою походную, потому что что-то не очень охота было здесь спать. Здесь такие следы. Зато большое окно. И буду искать место, куда мне поехать вообще отсюда. With your spiral thinking, it's gonna come around the bend. Да, в Маниле в первые дни я был очень растерян. Это был, наверное, самым большим выходом из зоны комфорта за мой год, а то и несколько последних лет.
Дальше я пошел прогуляться, но я решил только на благополучный район Макати. Я вынужден был остаться в Маниле на 5 дней, так как пообещал прийти на праздник к местным, который состоялся только на 5-й день после прилета. Таким, собственно, был праздник. Многое осталось просто за пределами камеры, в основном по причине лени. Прилетел я в Думагете. Выбрал я все-таки Думагете из-за того, что, ну, как и все, наверное, начитались всяких текстовых блогов в интернете, восхваляющих Думагете. Проверим это, действительно ли это комфортный город для жизни. Также, что меня еще здесь заинтересовало, это хороший дайвинг. Именно здесь есть какие-то хорошие места. Про одно я слышал, это остров Апо, плавание с черепахами. И вот по приезду в Думагете я сразу же решил опробовать дайвинг, потому что я так горел. Что же это за дайвинг на Филиппинах? Дайвинг на Филиппинах. Потому что я был только до этого в Рязанской области, в озере, где видимость 1 метр. Я сразу же пошел в ближайший дайв-центр, сказал, хочу дайвинг, там меня спросили лицензию, еще пару вопросов о том, сколько было дайвов и так далее. Я сказал, меня определили в группу, сказали, мы поедем здесь недалеко, в 15 минутах езды, Тадуин. Но мы будем там снимать макро, типа у нас все тут команда собралась, все с макрообъективами, с макрокамерами будут снимать каких-то малюток. Я говорю, особо английский я не понимал, вообще я не понимал по-английски по приезду, изучал его только здесь, и я был на все согласен, да, конечно. Сейчас я понимаю, что это было не самое красивое место. Сейчас вы можете видеть эти кадры, это было не самое красивое место подводное в Дуине, но я был просто в восторге. Это была такая прозрачная вода, прозрачнее, чем в Олимпийском бассейне в Москве. Я был уже просто шокирован и счастлив видеть такое. Хотя там был не особо богатый подводный мир, но я был в восторге, просто наслаждаясь этой водичкой. Потом я съездил на Апо-Айленд. Это, конечно же, была уже совсем другая история. Невообразимое количество видов рыб и так далее, и кораллов. Просто ты плывешь как в каком-то другом мире, в другом измерении, даже не ощущаешь реальности. Эти кадры вы можете посмотреть в моем другом выпуске по ссылке. Я попробую прикрепить здесь ссылку. В ноябре ко мне приезжала моя знакомая Саша, и я ее много снимал. Она приезжала на 3 недели, и мы немного попутешествовали, и я поснимал ее для стоков также, и сделал несколько роликов. Мы съездили на Twin Lakes, это 2 озера. Жаль, с дрона снимать нам нельзя, потому что это заповедник, и это может помешать птицам. Также мы часто просто сноркали в Дуине. Это также охраняемая территория и заповедник с кораллами, но вход свободный.
Были на горячих источниках. Там можно сделать натуральную маску из серы для кожи. Бассейны еще не достроены уже много лет, поэтому вход туда свободный. Также туда интересная кардиодорога с горы и обратно в гору. Мы ходим туда часто с Иваном, и он, кстати, рассказывал об этом месте подробно на своем канале также. Потом мы прокатились на байке до острова Сикихор, поснимали немного на пляже, переночевали на пляже в палатке. Mystery, the only school. The flowers talk and trees can walk around. Sometimes our feet float off the ground. Are we living in a fantasy? Are we living in a fantasy? I think we're living in a fantasy, and I don't ever wanna leave. Take my hand and I will lead the way through all the caverns of my mind. Также съездили на остров Себу, сходили на пляж, где я немного поснимал с дрона, и на следующий день поехали в Ослоп, чтобы окунуться с китовыми акулами.
позже выяснилось, что эта программа в особе не очень хорошо сказывается на акулу. Акулы скорее похожи на наркоманов, которых подсадили на этих креветок, и теперь они заложники своей зависимости и легкой добычи браконьеров. Также многочисленные физические контакты с людьми, лодками сказываются неблагоприятно на их здоровье и инстинкт самосохранения. Плюс ко всему нарушается миграция. Но с другой стороны, это шоу кормит всю деревню на Филиппинах. После акул мы заехали на водопад и отправились в Мальбуаль, где мы провели тоже небольшое количество времени, ныряя с сардинами. Go on, friend, with your spiral thinking. It's gonna come around the bend. You must try to find yourself in this time of waking. It's gonna come around the bend. Также я там попробовал один дайв. Но мои уши так болели от простуды, что я прекратил дайвинг и вернулся один обратно болеть. Моя подруга Александра отправилась домой в Россию. I try to handle it, it just never stops taking its toll on me. Remember you're okay, just like... По возвращению домой у меня появился новый сосед из Киева. Конечно же, я тоже поснимал его и его любимое хобби. But don't hide, there's no shame. Embrace the darkness. When you sing, it goes away. Мы часто общались, сидели на берегу и говорили о многом. Пару раз ездили куда-нибудь, чтобы увидеть что-то новое. Например, в 50 километрах от нашего места пляж в городе Шатон. Также я был в городе Сипавай и не один раз. Ну, просто покажу несколько кадров с дрона оттуда. Do you remember how I felt? Did you wonder how it went? Did you close your eyes? No. Did you close your eyes? No. 'Cause when I asked you where you went, when all I needed was Иногда я просто снимал с I балкона. couldn't find you, but then I found you. You were next to me all the time.